сети отелей Rixos и Xanadu – известные турецкие бренды, которые теперь активно расширяются и в Египте. Они привезли с собой концепцию «ультра все включено» с импортным алкоголем, что для Египта не свойственно, так как импортного алкоголя, кроме как в дьюти-фри, в стране нет вообще. Но вот получилось ли у них воссоздать тот же высокий уровень сервиса на египетском побережье? Давайте смотреть. Мы живем в Египте, и здесь для нас главный критерий при выборе отеля – это пляж и море. А в Турцию летаем зимой, когда наличие моря вообще не важно, при этом цены на элитные отели в разы ниже летних. Так что нам есть что с чем сравнить. Начнем с детского клуба. Он находится примерно на полпути между основными зданиями и пляжем. Это целый комплекс с батутами, бассейном, детской площадкой и даже кафе с фастфудом, которое работает с 11 утра до 18 вечера. Сам клуб открыт с 9:30 до 22:30, плюс-минус полчаса. В течение дня анимационной командой проводятся активити и мероприятия. Есть комната с напитками и мороженым. Пакетированные соки, молоко и вода как охлажденные, так и комнатной температуры. Вместо кулера и одноразовых стаканов бутилированная вода. Начатые бутылки подписаны, для каждого ребенка своя. В туалетных комнатах поддерживается чистота. Есть игровые приставки, отдельный зал для самых маленьких, большой зал для массовых мероприятий, кинозал, несколько комнат для рисования и игр, бассейн с шариками, теннисный стол, мини-бильярд. По сравнению с египетскими вариантами детского клуба, этот один из самых больших и оборудованных. Похожих в Хургаде и окрестностях почти нет, разве что в Jazz Elite Asteria. Это тоже новый отель, открытый в этом году. У нас на канале уже есть обзор, посмотрите. Но до турецких отелей типа Titanic Deluxe Golf Билет или Voyage Билет все еще не дотягивает. Например, непонятен смысл работы до 22 вечера, если после 17 аниматоры уже не работают, и можно находиться в клубе только с родителями, вне зависимости от возраста ребенка. В Турции, если уж клуб открыт, то и аниматоры в нем есть, а родители могут своими делами заниматься. По итогам соревнований выдают дипломы на память. Следующий островок активности находится почти на берегу, около спортивных залов. Здесь настольный теннис, настольный футбол, вот такой гигантский бильярд с мячами и 2 тренажерных зала. На стойке регистрации программа спортивных и развлекательных мероприятий с уточнением локации. Пляжный волейбол, акваэробика, степ-аэробика, стретчинг, зумба, дартс, боча и так далее. Более подробное описание пляжа и моря смотрите в предыдущем обзоре отеля Xanadu Club. Ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу, а также в описании к видео. Если коротко, то пляж продолжительный, заход в море пологий, песчаный, значительных отливов нет. У правого пирса небольшие рифы, можно снорклить. Зонты шикарные, соломенные, лежаки пластиковые. Номерного фонда в этом обзоре не будет, так как мы жили в Xanadu Club, который открылся по соседству с Xanadu Macadi месяц назад, в октябре 2025 года. У отелей общая территория и инфраструктура. Гости Xanadu Club могут пользоваться детским клубом, тренажерными залами, всеми барами на территории 2 отелей. Отличие заселения в том, что в Xanadu Club все номера в 3-этажных корпусах, а в Xanadu Macadi как в основном здании, так и в бунгало по всей территории. В том числе есть номера swim-up с выходом к бассейну. По вечерам в обоих отелях живая музыка, в холле или на веранде. Есть 2 диско-бара и в основном Xanadu, и в Club. И в общем амфитеатре около пляжа проходят мини-диско для детей и вечерние шоу-программы. По стоимости на данный момент Xanadu Macadi дороже, чем Xanadu Club.
При этом каких-то особых преимуществ мы не заметили. Более того, клаб даже больше понравился компактностью территории и близостью к пляжу, аквапарку, батутам и канатной трассе для детей. Возможно, по окончанию строительных работ в клаб ситуация с ценами изменится. Интересно, что гостям клаб надевают золотые браслеты, а в Ксанаду Макади – серебряные. Обязательно посмотрите обзор Ксанаду Клаб для понимания общей картины. В частности, там мы показали рестораны, ассортимент блюд и напитки. В Ксанаду Макади примерно все то же самое. Мы заходили в их основной ресторан и сидели в лобби-баре. Колоссальной разницы не заметили. И последняя тема для тех, кто не привык преодолевать большие расстояния. По территории отеля курсируют трансферы. А наш обзор подошел к концу. Если остались вопросы, пишите в комментариях. А мы уже забронировали еще один новый отель Sentido Naga Bay. Подпишитесь, чтобы не пропустить.